Если вы ищете рецепт для утилизации яичных белков, то этот простой рецепт как раз такой. Это печенье получается очень вкусное, мягкое, готовится на миндальной муке и совершенно без какого-либо масла. Готовится оно на основе белков, поэтому для утилизации белков как раз хорошо подходит. Посмотрите, какие красивые, мягкие печенюшки получаются. Очень презентабельные, очень симпатичные и очень мягкие. Ну и большой плюс это то, что это печенье готовится буквально за 5 минут, пока разогревается духовка. В большую миску я уже всыпала 220 грамм миндальной мелкой муки, сюда же добавляем щепоточку соли и половину чайной ложки разрыхлителя. Всыпаю 170 грамм белого сахара и все это хорошенечко перемешиваем, чтобы не было комочков и чтобы вся масса стала очень легкой. Сухие ингредиенты у нас готовы, отставляем их в сторону и займемся второй частью. В отдельную миску я влила 2 яичных белка, они у меня холодные, и начинаем их взбивать на высоких оборотах миксера. Как только появится небольшая пена на поверхности белка, добавляем еще дополнительно 30 грамм сахара и продолжаем взбивать до тех пор, пока не появятся мягкие пики. Мягкие пики – это тогда, когда белок все еще мягкий, но уже не скатывается и не стекает с венчика, держит свою форму вот так, очень мягкий. Сюда же добавляем 1 чайную ложку миндального экстракта и добавим немного лимонного сока для баланса сладости. Буквально 1 чайной ложки будет достаточно. Все снова быстренько перемешиваем, буквально несколько секунд, и яичная масса готова. Объединяем все наши ингредиенты вместе. Как я уже сказала, это печенье готовится, но очень быстро, поэтому я уже поставила на разогрев свою духовку. Нагревать будем до 180 градусов по Цельсию или 356 по Фаренгейту. И продолжаем вымешивать всю нашу массу лопаткой до тех пор, пока все ингредиенты не объединятся. Вся миндальная мука должна намокнуть, стать влажной и очень липкой. Хорошенечко вымешиваем до тех пор, пока форму не будет держать наше тесто. У меня на процесс вымешивания ушло буквально пару минут, и тесто стало очень пластичное и липкое. По количеству теста уходит примерно 2 столовые ложки без горки на каждый шарик. Я сегодня пользуюсь мерной ложкой, которая у меня как раз по размеру равняется 2 столовым ложкам. И каждый шарик затем обваливаем в сахарной пудре. Вот такие красивые симпатичные шарики получаются, и выкладываем их на застеленный пергаментной бумагой противень. Выкладываем на хорошем расстоянии, потому что каждый шарик увеличится как минимум в 2 раза. И всего из этого объема теста у меня получается 15 шариков. Мои шарики готовы, на данный момент можно либо их оставить так, либо дополнительно украсить еще миндалем. Цельный миндаль у меня в этом случае слегка обжаренный на сковородке. Если будете украшать, то просто вставляем глубоко в каждую печенюшку 1 целый миндаль. Специально печенюшки приминать не надо, они хорошо сами расплываются, и убираем их на выпечку. Всего печенье выпекалось 15 минут при температуре 180 градусов по Цельсию или 356 по Фаренгейту. Мои печенюшки уже испеклись, готовы, они очень красиво расплываются, на них появляются вот такие трещинки. Этим печенюшкам обязательно нужно дать остыть на противне минут 15, прежде чем их поднимать, потому что они очень мягкие. У этого печенья очень хорошая, интересная структура, текстура, сверху у него легкая хрустящая корочка, а внутри печенюшка очень мягкая и нежная. Посмотрите, какие красивые они получаются. Сразу отвечаю на вопрос, можно ли убавить количество сахара в этом печенье. Я этого делать не рекомендую, потому что это повлияет негативно на структуру самого печенья. Надеюсь, что вам понравилось это печенье. Дайте мне знать в комментариях, и на все вопросы, как всегда, я отвечаю в комментариях.